История начинается с того, что главный герой этой истории, златоглазый юноша, решает покинуть свой мир полный тьмы, сопровождая двух мужчин в мир света, чтобы жить лучше и обрести плоть. Но перед отъездом на его деревню нападают гигантские монстры, и взрослые просят его забрать детей, чтобы защитить их. Поэтому Прота бежит с детьми в соседнее укрытие. И вскоре после этого его преследует гигантская многоножка, который съедает всех детей, которые идут рядом с ним, и причиняют боль девочке, которую он оставляет, заставляя ее заболеть и умереть. Из-за всего этого Прота очень грустно возвращается в деревню и обнаруживает, что она разрушена, а выживших нет. Вот почему он решает вырыть яму, чтобы добраться до небес, и когда он это делает, позади него появляется человек в доспехах. Спрашивая его, увидев, где находится ближайшая деревня, Кашту отвечает ему, что это та, но она полностью разрушена, как и следующая и следующая. Так он делает яму, чтобы похоронить тела всех, кто умер в его деревне, а потом, вернувшись в Кабар, падает. Увидев это, мужчина просит его больше не работать в этой яме, потому что он может умереть, и Прота отвечает, что не будет, потому что он умрет. Она хорошо отдыхает. В этот момент мужчина решает бросить ему булочку и спрашивает, ест ли он, и Прота с недоверием спрашивает его, почему она дает пищу тому, на что мужчина отвечает, что по прихоти. Видя ее недоверие, мужчина говорит ей, чтобы она ела без недоверия, и дает ей воды. Пока он отдыхает под дождем, мужчина говорит ему, что его зовут Скар, и четко спрашивает имя у Прота, поэтому Прота отвечает «да». Он отвечает, чтобы я называл его как угодно, потому что все так поступали, и если мы поймем, что у него нет собственного имени. Затем Прота спрашивает его, правит ли в этом месте король тьмы и почему он позволяет монстрам нападать на них. Услышав это, он отвечает, что, возможно, у короля есть другие заботы. Этот ответ не нравится Проту, который считает, что долг короля делать всех счастливыми, хотя Скарс с этим не согласен. В этот момент Прота снова достраивает яму и спрашивает его, считает ли он, что это решение его проблем, на что Прота отвечает, что его намерение попасть на небеса, потому что в самых темных отверстиях появляется свет. Видя это, Эскер вытаскивает Прота из ямы и вручает ему меч, говоря, что он научит его другому способу боя. И после небольшой тренировки Шерц сбивает Прота с ног, и он жалуется на тренировку, хотя он думает, что этот человек ожидает, что они будут защищать людей, используя меч. Однако Скард говорит ему, что люди, которые жалуются и не борются за свои мечты, заслуживают смерти, и угрожает ему своим мечом. Увидев это, Прота злится, потому что никто не имеет права решать, кому жить, а кому умереть, и Юбка говорит ему, что если есть кто-то, кто может это решить, мальчик, то он злится. Потому что никто не имеет права решать, кому жить, а кому умереть, и Юбка говорит ему, что если есть кто-то, кто может это решить. И именно владелец этого меча является королем тьмы, говоря далее, что вместо того, чтобы продолжать копать, он должен бороться за то, чтобы что-то изменить как король. Услышав это, Прота отвечает, что он должен сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию, например, стать королем. Искар говорит ему, что очевидно попытка стать королем, но, к сожалению, по пути потерпела неудачу. Пока они снова тренируются в Проте, ему удается отобрать у него меч. В этот момент Кёр рад, что нашел своего преемника, и, упав на землю, велит Проте отправиться в город и забрать свой меч. Там он должен добраться до рыцарского особняка, который является его домом, и попросить Балуса, своего верного слугу, принять его в качестве своего преемника, прося его, кроме того, стать хорошим королем тьмы, чтобы заслужить уважение Балуса и изменить ситуацию в мире. Эта ситуация заставляет Эль-Прота немного колебаться. Хотя, увидев, что Квадрат умирает, он соглашается стать его преемником и испытывает такую грусть, наблюдая, как он умирает, что его тело пораженно загорается светом, исходящим изнутри. Затем голос объясняет, что царство нулевой хроники состоит из двух царств – царство света и царство тьмы, и вместе они имеют форму песочных часов. В королевстве света ваша королева по имени Иризама сражается, чтобы сохранить равновесие против группы черных монстров вместе со своими союзниками. Один из них рыцарь по имени Пи, который просит свою команду сражаться, чтобы помочь своей королеве, потому что у них есть на руну с вашей стороны. Одна из могинь, управляющих рунами, о которых говорит Пи. Это верховная жрица королевства, чей луч света помогает им выиграть битву. Когда все возвращаются в царство света, дитя королевства принимает Пио и Сиаму, и они рассказывают им о своей победе. Позже Шьяма говорит Пио, что его королева обладает такой силой, что может уничтожить короля тьмы, однако она не считает, что должна это делать.
потому что это повлияет на баланс между двумя мирами. Слышать это очень раздражает тех, кто считает, что их королеве нужно сразиться с королем тьмы, и говорить это не свойственно королевскому магу. Тем временем Иризама разговаривает с одним из своих советников и рассказывает ему, что с каждым разом становится все легче сражаться с тьмой, так что я не думаю, что это нормально. Он просит вас лучше подготовить джентльменов, потому что он не знает, до каких пор он сможет их поддержать. Прибыв в город Прота, он встречает человека, который спрашивает его, откуда он взял меч, на что Прота отвечает, что он его, потому что он дал его Скарсу, королю тьмы. Хотя человек ему не верит, он сразу же противостоит ему, чтобы он вернул ему меч его господина, заставляющий Прота осознать, что речь идет о самом Балусе. А потом он рассказывает ей о том, что Шрам отдал ее ему, сказав ему, что те, кто хочет изменить мир, должны бороться за это. По этой причине он решил принять предложение Скарса и стать принцем тьмы, преемником короля тьмы. Услышав слова своего босса в речи Прота, Балу принимает его как своего босса и забирает его к себе домой. В то же время в Царстве Света королева просит руну матери помочь ей защитить королевство, и Сиама приближается к она. По пути вниз по лестнице Шама напоминает королеве, что они вместе вошли, чтобы стать королевой света, но очевидно, она победила его. Выслушав королеву, Ири чувствует себя плохо из-за Шьямы, и она говорит ему, что не держит на него зла, и подумай о том, что она мало что помнит о предыдущей королеве. Затем Чима спрашивает королеву, стоят ли люди Черного Королевства за королевой-матерью, на что она отвечает, что это не так. Дело в том, что их король потерял контроль над королевством и ведет его к гибели. Так что она надеется, что новый король все уладит и восстановит равновесие между двумя мирами. Внезапно рыцарь предупреждает их, что на западную столицу нападают монстры и что их лидера зовут Вак. Это имя очень беспокоит девушек, заставляя их решать бежать, чтобы противостоять ему вместе с Пибусом. Вскоре после этого в западной столице солдаты сталкиваются с Вагом, в то время как люди бегут, чтобы спастись. Поняв, на что они нападают с помощью магии, Вак-овал, как ему говорят некоторые, подходит к башне, где находится жрица, и подвергается нападению солдат, из-за чего на него нападают, который приближается к ним, чтобы уничтожить их, но его прерывает Алантия, король эльфов, который просит солдат позволить ему позаботиться о Вэл и отправиться защищать людей. Когда прибывают войска королевы, другая группа солдат сообщает ему, что поблизости находятся солдаты тьмы, поэтому Пью решает разделить свои войска, чтобы не усложнять ситуацию. Как раз в этот момент Алантия все еще противостоит Вэлу, и трем духам удается на мгновение запереть его. Однако Алантия понимает, что ее духи могут быть в опасности, видя, что Вэл очень силен. Видя, что он не может победить Вэла, Алантия задается вопросом, что она может сделать. И в этот момент появляется королева Ирис, противостоящая ему своим мечом, в то время как солдаты сталкиваются с ней. Темная армия. Увидев это, Пеле говорит ему сдаться, и они немедленно это делают, говоря, что они крестьяне, которых заставляют быть солдатами. И их постоянно контролирует какая-то магия, которая заставляет его противостоять армии Гноя. Возвращаясь к королеве Ирис, она использует магию материнской руны, чтобы атаковать Аала, но останавливает его только на мгновение, и ему удается прижать ее к земле. Говоря, что она очень быстрая, однако ее атаки не настолько сильны, чтобы причинить ей вред. Перед лицом этого королева Ири просит помощи у материнской руны, используя магию. Атиа напоминает ей, что она не может использовать всю магию материнской руны, поэтому она решает послать своих духов им на помощь, и увидев это, разочаровывается и уходит. Оставшись один, Салантия просит королеву Ирис помочь ему найти выживших, если она это сделает. Некоторое время спустя королева Ирис использует магию, чтобы найти пострадавших людей, и Чима рассказывает ему, что на них напала темная армия. И хотя ее брату Пиу удалось победить их среди своих врагов, Чима говорит ему, что они были убиты. Солдаты были людьми. Затем голос объясняет, что помимо людей существует раса, состоящая из душ, похожих на людей, объясняя, что эльфов иногда относят к той же расе. Позже в замке тьмы монстр просит Балуса позволить ему поговорить с королем тьмы, потому что только его солдаты были принесены в жертву в войне против мира света, и он не хочет продолжать сражаться. Выслушав его, Балус говорит ему, что ему не нужно разговаривать с королем, несмотря на то, что он настаивает. Внезапно на троне короля появляется черная магия. Она приказывает им сражаться, чтобы заставить свет исчезнуть, даже если они потеряют солдат на протяжении всего процесса. В этот момент Прота просыпается в доме Шера и автоматически ищет Валу, но не находит его, спрашивая по прибытии, где он был. И он отвечает, что в замке короля тьмы и в замке короля тьмы. Это говорит ему о том, что он готов служить королю тьмы и его будущим преемникам, поэтому он явно будет служить ему всегда.
Все это заставляет Прота понять, что он должен научиться владеть мечом, чтобы стать хорошим королем. Однако Валус думает иначе, и после анализа своего поведения и своих жестов, он ищет несколько книг, которые он явно собирается передать Протоу, объясняя ему, что если король не учится, то он не должен этого делать. Ему суждено увидеть, как его народ умирает от голода. Вот почему он достает 3 большие книги, если попросит Прота изучить их в тот день, чтобы начать с уроков фехтования на следующий день. Это известие очень взволновало Прота, который пытается использовать язык, соответствующий его новой ситуации, чтобы автоматически прислушаться к Валусу. Но перед тем, как отправиться в Валус, он объясняет Проте, что кроме него есть и другие возможные преемники Короля Тьмы. И он отвечает за обучать их фехтованию и всему, что им нужно, чтобы затем они боролись за свое место на троне. И таким образом, фактически остался только один король. С этого момента Прота учится и практикуется каждый день, помогая людям Темного Царства в их свободное время. Несколько дней спустя Проте удается обезоружить Валуса, и он говорит ему, что становится намного сильнее, обучая его одежде, которую он должен носить. Около поста солдаты сопровождают миссию Агрос сама, волшебница Темного Королевства, которая надеется стать следующей Темной Королевой. Но она чувствует себя очень уставшей и просит его немного отдохнуть, чтобы они окружили ее. Через несколько минут рядом с ними появляются 3 монстра, и Гросса использует магию, чтобы прикончить их, повергая солдат в изумление. Гросса взволнованно услышав солдат, и это приводит к тому, что она теряет бдительность, и она не видит, как к ней приближается новый монстр. Поэтому, когда Гросса думает, что это она понимает, что это не так. Когда чудовище причинит ей боль, появляется Прота со своим мечом и спасает ее. Увидев его, Гросса приходит в восторг и спрашивает его, кто он и что оставляет в этом месте, и он объясняет, что одним из кандидатов в будущего Короля Тьмы явно является он, и что в этом месте он каждый день тренируется в фехтовании. Все это заставляет Гросса попросить его пойти с ними выпить и там сказать ему, что если он займет первое место среди претендентов на звание принца, он заслужит честь носить большой черный меч. Рядом с ними в баре есть еще один мальчик, слушающий слова Грозы, которому любопытно узнать о большом черном мече, о котором он рассказывает. Через несколько дней в Замке Света ты любишь навестить королеву на ее троне и замечаешь, что она задумчива. Подойдя к ней, Чима пытается заговорить с ней, но понимает, что она ее не слушает, и задается вопросом, помнит ли она то чувство спокойствия, которое она испытывала в Замке Света. Лицо другой королевы на самом деле тоже вызывало беспокойство. Когда королева слушает, она рассказывает ему, что думает о последних битвах, и Чима рассказывает ей, что думает. Затем Чима рассказывает ей, что собирается заняться восстановлением города Метис, и очевидно, она благодарна ему за это. Затем путешествие в прошлое заставляет королеву вспомнить то время, когда она и Чима были кандидатами в королевы. Ее подруга жаловалась на то, что ей приходится заботиться о 2 своих братьях и сестрах, и она беспокоилась о мире в королевстве Бланка. Во время одной из их бесед Чама спрашивает, нужна ли королеве Света помощь, поэтому они собираются навестить ее. И покидая замок, они понимают, что очень восхищаются королевой. Несмотря на то, что Айрис беспокоится об обязанностях, если Шьяма считает, что это будет скучно. Вскоре после этого Шьяма приглашает Айрис к себе домой на ужин, говоря своему брату Пью, что он очень рад ее видеть. И чувствуя себя неловко из-за слов своей подруги, Айрис бежит в лес, чтобы забрать их с собой. Дикие фрукты. Позже мальчики заканчивают ужинать, и после недолгого разговора Пио провожает Айрис домой. Она благодарит его за то, что он пошел с ней, и говорит ему, что ее всегда будут рады видеть в ее доме, поэтому он автоматически приносит ей дикие фрукты. Услышав это, радует Ирис, которая перед тем, как Пио уходит домой, спрашивает ее, что ей нужно Королева Света, и он отвечает ей, которая этого не знает, потому что считает, что как рыцарь он должен быть уверен, что у него есть меч, которым он сможет защитить королеву. Твои слова помогают Айрис задуматься о том, что ей может понадобиться, чтобы стать Королевой Света, и на следующий день она намеревается все изменить. Но прежде чем она успевает что-либо сделать, из темноты появляются лучи, чтобы вторгнуться в Царство Света, и она бежит в предупредить. Видя, что силы достигают его, он просит материнскую руну дать ему свою силу, чтобы уничтожить их всех, сумев заставить силу тьмы исчезнуть за считанные секунды. После этого голос с небес говорит вам о роли Королевы Света, говоря, что она должна противостоять одиночеству и бороться с ним, став с этого момента новой Королевой Света. Это воспоминание заставляет королеву Ирис почувствовать, что она единственная, кто хочет сохранить равновесие между 2 мирами. И она думает, что должна твердо придерживаться своей цели достичь этого, потому что это ее долг как королевы. Вернувшись в мир тьмы, Балут говорит Проту, что он собирается участвовать в выборах нового короля, представляя семью Скар,
и что он должен доверять своим способностям, поскольку он также уверен, что у него все получится. Вскоре после прибытия в королевский замок Гросса говорит ему, что они должны сражаться, чтобы занять свое место в качестве преемников короля, и что победивший рыцарь получит большой меч черного цвета в качестве приза за преодоление двух великих испытаний, которые у них есть для них. Первый сразится с монстром на боевой арене, а два последних воина сразятся в поединке. Перед началом первого испытания Гросса говорит ему, что если им нужна помощь, они должны сообщить им, потому что они могут им помочь, спрашивая их дальше, готовы ли они встретиться с монстрами. Получив положительный ответ от всех, Гросса просит солдат открыть клетку, чтобы они могли выйти. Увидев их, каждый из рыцарей использует свои силы, чтобы уничтожить их, хотя одна девушка кажется полностью в беде, поэтому Прата помогает ему после того, как он уничтожил ее, помня, что это монстры, уничтожившие их деревню. Когда она делает все это, они требуют от нее спасения, а он не понимает, почему они это делают. Затем перед ними появляется гигантский монстр, который ранит каждого воина, противостоящего им, поэтому Прата решает понаблюдать за ним, прежде чем атаковать, и ждет подходящего момента, чтобы вонзить в него свой нож-меч в грудь, как раз в тот момент, когда я надеялся прикончить рыцаря-льва. Со своего места на трибунах Гросса просит солдат помочь раненым, и в конце этого первого испытания остаются только два кандидата, Эль Прата и парень, который слышал, как он разговаривал с Гроссой на днях. Пока они готовят все к дуэли между двумя мальчиками, они немного отдыхают в комнате, а другой мальчик спрашивает Прата, почему я помогаю девочке, на что он отвечает, что это для того, чтобы она не умерла. Однако другой мальчик не верит, что он поступил правильно, потому что он считает, что король тьмы должен не спасать людей, а быть могущественным. Но Прата не соглашается и говорит ему, что он собирается найти способ стать королем, который обладает силой и может спасать людей. В этот момент мимо них проходит Гросс, и слова Прата заставляют его задуматься о долге короля. Затем во время дуэли мальчики сражаются на мечах, и через несколько минут Прата полностью обезоруживает своего соперника, направляя на него свой меч, не причиняя ему вреда. Поэтому мальчик просит его убить его, а Прата отвечает, что он не собирается этого делать, потому что его миссия убить его. Как король он должен сделать людей в этом мире полностью счастливыми. Все это кажется мальчику фантазией, поэтому он решает вернуться за своим мечом, чтобы прикончить Эль Прата. Его снова побеждает Эль Прата. А через мгновение, полностью сдавшись, Гросса объявляет Эль Прата принцем тьмы. Получив свой приз, Эль Прата идет рядом с Грозой и ее соперницей, и он представляется как Адель. В конце коридора мальчики встречают Балуса, которому доставляется сообщение для Белой Королевы, которая должна доставить Адель. И Эль Прата остается, думая о том, что нужно королю для этого и как это следует делать. На следующее утро мальчики путешествуют на корабле по облакам в Царство Света, и когда они приближаются к Царству Света, Адель говорит Проте, что хотя они являются специальными посланниками, они могут подвергаться риску, потому что находятся на войне. Как только мальчики прибывают, их встречает Пи, который угрожает им мечом, думая, что они могут напасть на них. Перед этим Прата также пытается вытащить свой меч, поэтому Адель протискивается между Пиусом и Протой, извиняясь за свою невежливость, объясняя им, что после того, как они это специальные посланники королевства, явно имеющие в виду царство тьмы, которых они ждали. Затем Адель просит Прота передать им письмо, поэтому Пус просит одного из своих солдат принять его. В этом случае Адель спрашивает Пио, можно ли остановить войну, и он говорит ей, что именно они ее начали. Услышав это, Адель объясняет им, что их король единственный, кто хочет войны, потому что королевские рыцари буквально не согласны. Ответ Адель заставляет «я прошу» вспомнить, что темные солдаты сказали им несколькими днями ранее. И Адель пользуется возможностью, чтобы попросить их поладить на время их визита, потому что когда прибудет новый темный король, мир полностью вернется. Отношение Аделы заставляет Пеуса решить опустить оружие и передать послание Темного Королевства королеве Ирис, пока они его ждут. Прочитав письмо королеве Ирис, просит Пия позволить мальчикам приблизиться к замку, и он отправляется на их поиски. Увидев, как они входят в Царство Света Гросса, просит солдат вернуться домой, и корабль возвращается в его королевство. По пути в замок Прота рад видеть, как люди из Царства Света гуляют и играют по улицам, как будто буквально войны не было. Внезапно женщина пугается, увидев его, если Адель объяснит Проте, что люди думают, что они плохие люди,
Поэтому первое, что они должны сделать, когда он станет королем, это примирить жителей королевств, имея в виду царство тьмы и царство света. Ясно. Чуть позже Пил рассказывает ему о том, что они прибыли в королевский зал, прося их немного подождать, пока прибудет упомянутая королева. Увидев королеву, Эль-Прата впечатлен, и Адель опускается на колени, представляя, что они посланцы Темного Королевства. Затем королева говорит им о том, что хотя отношения между двумя королевствами не самые лучшие, у них есть общий враг, поскольку Вэл появляется в фильме. Два королевства, чтобы напасть на них и разрушить все, что осталось, без всякой причины. Но в тот момент, когда им удастся победить его, она считает, что ситуация между двумя королевствами может ухудшиться, на что Прата отвечает, что это может случиться с этим королем. Однако следующий король думает иначе, поэтому Адель говорит, что Темный Король думает о том, чтобы скоро покинуть свой пост. И они ждут, когда они снова заключат мир между королевствами. Эти слова заставляют советника королевы спросить его, действительно ли то, что говорит Адель, соответствует желаниям короля. И Адель отвечает, что хотя может показаться, что король противоречит сам себе, это то, что он сказал. Выслушав его, королева говорит ему, что даст ему ответ в кратчайшие сроки, потому что ему явно нужно подумать об этом. Тем временем на корабле солдаты, которые гребли, чтобы увести мальчиков во время их путешествия, просят своего капитана назвать их по имени, чтобы идентифицировать их, чтобы он мог ответить. Он решает называть их Арчибел, Бассаки и Шанс, но им не нравятся эти имена, если они жалуются. Сразу кажется грубым сказать им, чтобы они прекратили веселиться и очистили лодку от носа до кормы, прежде чем вернуться домой. Оставив солдат на корабле, Грубит идет в замок, чтобы рассказать Балусу, как у них все прошло в путешествии. В то же время в замке Пи отводят мальчиков в их комнаты, потому что теоретически они его гости. Перед тем, как попрощаться, Прата спрашивает Пиоса, кто такая Ирисама, и он считает, что его вопрос имеет двоякое значение. Поэтому Адель еще раз извиняется перед ним за то, что они были невежливы и не смогли ответить. Он объясняет ей, что их намерение состоит только в том, чтобы собраться вместе, чтобы напасть на Вэлла. Однако они знают, что все зависит от решения королевы, поэтому они явно готовы ее дождаться. Оставшись один, Адель просит Прата вести себя лучше, чтобы ей не приходилось каждый раз извиняться. Хотя он думает, что, возможно, в Эль-Рей они не хотят на них нападать. После того, как мы покончим с Вэллом, но Эль-Прата не согласен. Некоторое время спустя Адель уходит в свою комнату, а Эль-Прата остается думать о королеве Ирис, и где-то там она обдумывает свое решение. Очень рано на следующий день королева просит его встретиться с ней и спрашивает Эль-Прата, как себя чувствуют люди в черном. И он отвечает ей, что все напуганы всем ущербом, который им наносит Вэлл. По этой причине союз может изменить многие жизни. Ваш ответ заставляет королеву понять, что цель вашего визита верна, и она решает принять союз. По окончании встречи Пью остается один в королевском зале, думая о королеве Ирис. Внезапно появляется его сестра Чима, чтобы сообщить о восстановлении Метиса и сообщить ему, что волшебники вернулись. Увидев ее, я прошу показать ему послание мальчиков, в котором она говорит, что Темное Королевство просит их помочь в битве с Вэллом, предлагая взамен перемирие в войне между двумя мирами и двумя мальчиками в качестве гарантии. Все это заставляет Чиму думать, что королева Ирис сражается с Вэллом, и ее брат говорит ей «да». И что он остался в космосе, чтобы присматривать за мальчиками, хотя он считает, что мальчики плохие люди. На этом Шьяма говорит, что устала, и уходит, чтобы продолжить разговор позже. В то же время Бала появляется в царстве тьмы, и там он встречает Балуса, Грозу и их армию, ожидающих его, и его немедленно встречает Балус, который говорит ему, что разрубит его своим мечом, но Вэлл уносит его порывом ветра. Затем появляется бригада монстров, и они также атакуют его, приближая его к тому месту, где находится Гроза с лучниками, которые стреляют в него одновременно, потому что их стрелы не повреждают его доспехи. Увидев Гросса, который является лидером лучников, пуля атакует, и еще одна группа монстров получает член. После недолгого боя пуля приземляется на землю и подвергается нападению волшебников королевства, разрушая одну из магических решеток, которыми они явно намереваются его запереть. Закончив это, Валус снова противостоит ему, несколько раз атакуя своим мечом, однако Вэлл использует магию и парализует Валуса. А попутно еще и ворчит, говоря, что с ними пора заканчивать. В этом появляется король тьмы и заставляет их исчезнуть, окружая Вэлла черной дымкой, чтобы напасть на него. Видя это, собирается атаковать монстров, атакующих его в темноте.
Пока он идет налегке, Гросса и Гросса видят его неподалеку. Когда Вэл заканчивает с монстрами, он думает, что король тьмы больше не может атаковать его, поэтому он решает покончить с ним. Но позади него появляется королева Ирис и использует магию для создания цепей света, явно помогая королю тьмы. Увидев королеву Ирис, Балус и Гросса радуются, что мальчики выполнили свою миссию вовремя. Воспользовавшись цепями света королевы Ирис, король тьмы запирает Вэлла в своей тюрьме строгого режима под названием Тартар. Видя это, королева чувствует, что ее миссия завершена, и возвращается домой, немного обеспокоенная тем, что может сделать темный король. На следующее утро после заслуженного перерыва Чима знакомится с мальчиками и, приветствуя Прота, с любопытством наблюдает, как он бежит после того, как выглянул в окно. Окно, понимая, что королева Ирис только что прилетела в царство света. Во время бега Прота надеется, что сможет поговорить с королевой, прибыв как раз вовремя, чтобы помочь ей не упасть на землю от усталости. Затем Прота усаживает королеву на землю, чтобы ей было немного удобнее, показывая, что беспокоится о ее здоровье, и она говорит ему о том, что выполнила свой долг. Ваша сделка. Как раз в этот момент появляются остальные, и Пиу проверяет ее, все ли с ней в порядке, спрашивая, чему, что с ней не так, на что она отвечает, что она не пострадала. Хотя если я использую много энергии во время ее миссии и ей нужно отдохнуть, вот почему Чима просит Пиуса помочь ей. Отведите их во дворец и попросите ребят подождать вас в их комнатах. Добравшись до комнаты королевы Чиамы, она просит Пиуса сообщить мальчикам об исходе битвы, и она остается присматривать за ней. Неподалеку Адель навещает Прота в его комнате, чтобы немного поговорить, и, видя, что он обеспокоен королевой, пытается переключиться на нее. Детем говорит, что ему нравится Шама, но его комментарий не очень нравится Проте, потому что он думает, что сейчас не время говорить о девушках. Через несколько секунд перед ними появляется Пиос и просит их не выходить из своих комнат без предупреждения. Затем Прота спрашивает его, как поживает королева, и он немного сердито отвечает, что скоро с ней все будет в порядке. Затем Адель спрашивает, смогли ли они победить Вэл, и Пьо отвечает, что да, поэтому их миссия в этом месте была выполнена. Эта новость заставляет мальчиков решить попрощаться с королевой и вернуться домой. В то же время в царстве кромешной тьмы она идет домой усталая и по дороге встречает Балуса, который говорит ей, что знает, что она очень устала. Но ей нужно, чтобы он передал ей записку «Новое послание Белому королевству». Закончив разговор с Балусом, Гросса жалуется, что ему нужно немедленно вернуться в царство света, хотя ему нравится идея снова увидеть Прота. Наступил новый день, и мальчики встречаются с королевой Ирис, чтобы поблагодарить ее за помощь против Вэл. Она говорит ему, что это только немного помогает, и что она обеспокоена ущербом, который захват Вэл нанес царству тьмы. Ее забота о царстве тьмы трогает мальчиков. Поэтому Адель благодарна за их заботу и обещает сделать все возможное, чтобы спасти их, пусть закончится война между двумя королевствами. Сразу после этого появляется солдат, чтобы сказать вам, что прибыла новая посланница из царства тьмы, и она просит вас пропустить ее. Затем, войдя в зал королевы грозы, появляется и доставляет им новое послание от короля с просьбой продлить мир, по крайней мере до тех пор, пока они не получат его. Повреждения в царстве тьмы были устранены, поэтому Шьяма велит Гросси приготовить для него комнату. Эти слова очень удивляют мальчиков, и Грасс сожалеет, что причинила им неудобства. Однако королева Ирис рада, что они останутся на несколько дней, и предлагает показать им окрестности дворца. Говоря Шиаме, что благодаря ей стало лучше, и что для того, чтобы покончить с беспокойством, ей нужно отдохнуть. Посвятите несколько дней прогулкам по дворцу. Позже все идут в сад, и там встречают Тео, младшего брата Шама и Пуса. Он рад видеть своих братьев и королеву, но пугается, когда Шама рассказывает ему, что мальчики из царства тьмы. Однако, увидев добрый взгляд Гросса, понимает, что это хорошие люди. В этом случае Гной спрашивает мальчика, что он там делает, и он говорит ему, что лечит раненого зверька. И тут же бежит, чтобы использовать магию и исцелить маленького летающего монстра на глазах у всех от изумления. Увидев его, Пио спрашивает его, как он это делает, и он отвечает, что Шама научил его. И она говорит ему, что Тео очень талантлив. Затем Пио жалуется, потому что думал, что его брат будет таким же солдатом, как и он, а мальчик отвечает, что хочет быть чем-то большим, чем просто генералом. Все это вызывает всеобщий смех, советуя Пвусу больше работать, чтобы его брат пошел по его стопам. Сразу после этого маленький монстр улетает играть, и Гросса рассказывает им, что хотя они очень милые, монстры в их королевстве очень плохо себя ведут. Внезапно мальчики понимают, что мода в их королевстве сильно отличается, поэтому они просят Пио и Адель переодеться, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть при хорошем изменении стиля.
После того, как они переоделись и вышли из зала, мальчикам нравится переодевание. На самом деле королева говорит Пиусу, что ему очень идет этот цвет. Поэтому Шьяме и Гроссе также предлагается сменить одежду, и королева идет с ним. На свиданиях парни говорят им, что они очень хорошо выглядят, и они чувствуют себя странно, когда видят свою одежду на ком-то другом. Позже мальчики играют в шахматы, и все побеждают Пио, заставляя его злиться и требовать реванша. Однако в животе у Праты звенит, и Шама решает приготовить ужин. Во время ужина Гросса говорит Шаме, что еда очень вкусно пахнет, и предлагает ему поделиться анчоусами из Темного Королевства. Попробовав еду, королева спрашивает Прата, нравится ли ему, и он отвечает, что ему не хватает соли, и Адель думает то же самое. Видя это, Гроза просит его попробовать свои анчоусы, чтобы они заметили различия в способах приготовления. Поэтому, попробовав анчоусы королевы, он говорит им, что для того, чтобы между их королевствами была гармония, лучше знать различия. Через несколько секунд Прата смешивает анчоусы со своей королевской едой, и им нравится вкус. Вскоре после этого остальные тоже смешивают их и понимают, что им очень нравится вкус, и все поощряют себя съесть еще немного, пока не покончат с едой и анчоусами. Когда мы заканчиваем есть, Тео рад попробовать что-нибудь другое, а Адель жалуется, что у них тоже закончились анчоусы. Услышав, что Пио говорит ему, что в королевстве есть что-то вкуснее супа из анчоусов, и это овощи дикие, которые собирает королева. Эти слова заставляют Прата вспомнить овощи своего царства и поверить, что те, что там, должны быть вкуснее, потому что в них много света. Затем королеве приходит в голову поискать овощи в саду царства. На следующее утро и они явно соглашаются. Очень поздно той ночью Прата оказывается в коридоре с Гроссой, и она спрашивает его, есть ли у него проблемы со сном, на что Прата отвечает, что у нее проблемы со сном. Королева Ирис нормальный человек, и Роза говорит ей, что он тоже такой, и когда он станет королем, она поддержит его во всем, в чем он нуждается. Но сейчас ему нужно поспать, чтобы очень рано пойти за овощами. На следующий день, когда они идут за овощами, Тео и королева Ирис бегут по саду, оставляя всех остальных позади, и вскоре собираются у большого дерева. И королева говорит вам, что это идеальное место для начала. И чтобы было веселее, Адель предлагает соревнование пар, чтобы посмотреть, кто быстрее соберет больше овощей. Эта идея заставляет Пью и Эль Гросса подумать, что это шанс сблизиться с королевой и Эль Протой. Однако идея Адель заключается в том, чтобы пары состояли из по одному представителю от каждого королевства, чтобы они знали друг друга и могли поделиться. Хотя их истинное намерение – это приближение к Шаме. Эта идея не нравится Гроссе, которая соглашается вскоре после предложения, потому что считает справедливым, что вы делитесь и узнаете друг друга. Однако Гной считает, что независимо от того, как будут составлены комбинации, он должен сопровождать королеву, чтобы защитить ее. В этом случае королева Ирис говорит ему, что они должны быть осторожны, потому что некоторые овощи могут быть ядовитыми, а затем объясняет им, как их собирать, чтобы не навредить себе или растению. Понимая, что тот, кто участвует вместе с королевой, имеет преимущество, они говорят, что пусть она собирает сама, поэтому Прата будет участвовать вместе с Тео, Аделира с Чимой, а Гнои будет сопровождать Гросса. Затем группы разделяются, чтобы найти лучшие овощи, поэтому Адель пользуется возможностью, чтобы сблизиться с Чимой, но она держится на полном расстоянии. Хотя и вскоре после анализа ситуации пытается насладиться этим опытом и расслабиться. Неподалеку Прата и Тео находят растение в форме птичьей лапы и спрашивают королеву, можно ли его есть. На что она уже отвечает утвердительно, и что его корни – это лекарство, от которого Прата приходит в полный восторг. В этом случае я заставляю тебя искать другие растения, и королева спрашивает Прата, может ли она пойти с ним, и он соглашается. Позади них Пи и Гросса, которые с грустью наблюдают, как Прата непреднамеренно приближается к королеве. Эта ситуация очень беспокоит Пуса, поэтому он готовится атаковать Прата своим мечом и Гроссой. Он говорит ему, что не сможет причинить ему вреда. Услышав, Гной понимает, что люди в черном очень похожи на них, и это заставляет Гросса сказать ему, что причина, по которой он восхищается Протой, заключается в том, что он не хочет никого убивать, если не добьется успеха, пусть все будут счастливы. В конце утра все собираются на дереве, и королева проверяет свои корзины с овощами, взволнованно говоря, что команда Проута собрала много овощей и сделала это очень хорошо. Затем, когда приближается команда Адель, королева поздравляет их с тем, что они собрали несколько ростков, как раз вовремя, чтобы съесть их. Наконец, королева подходит к команде Пия и говорит ему о том, что почти все собранные ими растения нельзя есть,
поэтому мальчики чувствуют себя очень плохо. И она говорит ему, что когда они вырастут, они будут съедены. Это говорит им о том, что когда они не уверены, им следует лучше спросить. В этом Прота и Адель подсчитывают, что у них в корзинах, и команда Прота явно выигрывает. Потом королева говорит им, что все эти овощи пригодятся им для приготовления еды, поэтому мальчики разделяются, чтобы найти сухие ветки и чистую воду для приготовления пищи. Во время их поисков Тео, который был рядом с мальчиками, заблудился, и они готовятся искать его. Вскоре после этого Прота приходит к озеру и спрашивает королеву о Тео, но подойдя ближе, он спотыкается, и они оба падают в воду. На выходе Прота чувствует себя плохо из-за того, что обмочил королеву, и она говорит ему о том, что Тео ушел с Шамой и Гросой. Высушив свою одежду у королевы, и Прота воссоединяется с остальными. И Гроса понимает, что они кажутся очень близкими, присоединяясь к группе немедленно и ожидая, пока Пио и Адель разожгут костер, чтобы девочки приготовили еду. Во время еды мальчики наслаждаются вкусом овощей, хотя Гроссе кажется, что в них не хватает соли, поэтому Чима достает маленькую баночку соли, чтобы посыпать овощи. И говорит ему, что они мало что находят в его королевстве. Попробовав овощи с солью, Пи предлагает мальчикам заключить договор об обмене продуктами из королевства в королевство. И королеве приходит в голову, что они должны не только обмениваться, но и было бы очень хорошо проводить время вместе. Через несколько дней мальчики должны отправиться в царство тьмы по приказу короля, и королева посылает им подарки, которые она хранит на корабле. Когда приходит время прощаться, Гной просит Адель поступить правильно, вернувшись в ее королевство. Поэтому, передав ему свое оружие, Гной ведет его в королевскую гостиную, чтобы попрощаться с ней. По прибытии королева вручает ему письмо с просьбой о заключении торгового соглашения между двумя мирами и альянсами для поддержания равновесия. Однако Адель говорит, что это равновесие всего лишь мечта для некоторых, поскольку пока они наслаждаются светом в своем мире, они живут в тени, как будто они буквально были инь и ян. Все обращают внимание на слова Адель, и королева Ирин говорит им, что таким был мир с самого начала. Эти слова не нравятся Адель, которая быстро приближается к королеве, чтобы атаковать ее своим мечом, при этом Гной и Шима не могут ей помочь. Но прежде чем она успевает прикоснуться к ней, Прота использует свой меч, чтобы пронзить его. Поэтому все считают, что Прота – варвар, который решает все насилием, и я прошу поймать его. В этот момент на корабле Гроза видит овощи, которые ему дарит Белое Королевство, и думает, что он должен что-то принести им во время своего следующего визита. Чувствуя, что скоро корабль тронется с места. Так спроси солдат, в чем дело. Они объясняют ему, что они должны немедленно уйти, потому что Прота был арестован, и солдаты Белого Королевства приближаются, чтобы напасть на них. Все это очень смущает Грозу, потому что она не знает, что произойдет с Адель и Эль-Прота. Позже Пий думает, что он зол на то, что произошло, и хотя Шиама пытается его утешить, он не понимает, почему он всегда должен бороться. Все между ними. Эта ситуация также не нравится Тео, который считает, что нехорошо вечно ссориться и надеется создать мир, в котором не будет драк рядом с королевой-матерью. Королева Ирис также размышляет о том, что произошло, и чувствует, что не может жить в мире с таким большим количеством различий. Затем материнская руна говорит королеве Ирис, что она должна принять решение о том, что они должны защищать. Услышав это, королеве становится любопытно. Она может понять эти слова и слушает ее очень внимательно. В то же время в своей Зельде Прота вспоминает, что произошло после спасения королевы, и считает, что Адель, должно быть, получила приказ убить королеву без его ведома. Но он явно решил спасти ее, даже если это не в интересах его королевства. Внезапно в его Зельде появляется белая кошка, открывает ему дверь и помогает сбежать от охранников, сопровождая его к границам его королевства, где его ждет его камера, прибитая гвоздями к полу. По прибытии в это место кошка превращается в королеву Ирис, как мы ясно знали, и она падает в объятия Прота. После нескольких секунд пристального взгляда друг на друга мы видим, как Прота берет королеву за руку, и она говорит ему, что при этом она чувствует, что они помогают друг другу. И что когда она приходит в себя, она видит, как Прота берет королеву за руку, и она говорит ему, что при этом она чувствует, что они помогают друг другу, и что равновесие между двумя мирами возможно. Твои слова очень тронули Прота, который чувствует, что у них двоих одна и та же цель защитить и осчастливить свои королевства, и он обещает, что поддержит его в его цели. Даже если это будет из грязи в князи, прося его дальше бороться за то, во что он верит, потому что он будет следующим королем королевства. Тьма и обещает вам, что вместе вы достигнете мира между двумя мирами. Услышав это, королева обещает каждому, что будет поддерживать другого из своего королевства. Несколько мгновений спустя, увидев, что солдаты ищут их, Прота соглашается и перед уходом благодарит его за все, что он для него сделал. Позже той же ночью королева Ирис думает об Эль-Проте, гуляя по своему саду, поскольку увидев
Увидев его, она поняла, что он был тем, кем она была. Наследник престола, но его манера поведения не была похожа на манеру поведения будущего короля. Однако, увидев, как он защищал ее и проанализировав ее поведение, он уже поверил в ее обещание принести мир во всем мире вместе. Через несколько дней королева сталкивается с несколькими монстрами тьмы и получает известие, что небольшие группы монстров и солдат атакуют с разных сторон. Места. Столкнувшись с этой ситуацией, королева просит усилить бдительность, тренироваться и готовиться к худшему, предлагая ей свою помощь в этом. На случай, если она им понадобится, особенно для того, чтобы уничтожить монстров. После того, как я выслушаю ее от Пио, согласится ли Шим, хотя он обеспокоен здоровьем королевы и поэтому просит у нее разрешения поискать лекарства для улучшения ее здоровья, объясняя ей, что если она быстро не выздоровеет, у ее королевства могут возникнуть большие проблемы. Эта просьба поражает всех, и королева благодарна тебе за твою заботу. Однако королева нуждается в тебе. Вместо того, чтобы искать это лекарство, возглавь войска. Покидая встречу с королевой, Пио все еще беспокоится о своем здоровье, и несмотря на то, что его сестра просит его не делать того, чего он не может, он решает навестить Лантию, чтобы спросить о здоровье королевы. Королева. Вскоре после того, как я его получил, он говорит ей, что драка с контрабандой сильно повлияла на нее, но что она очень хорошо выздоравливает. Поэтому нужно просто подождать, пока она полностью выздоровеет. Однако в королевстве есть место, где есть несколько светящихся капель, которые могут вылечить ее быстрее. Единственная проблема в том, что это опасное место, куда очень трудно добраться. Из-за всего этого Пиу приходит в голову пригласить Анту, чтобы попытаться найти эти блестящие капли. Предложение Пиу кажется Анту интересным, но он считает, что сейчас неподходящее время для прогулок. Поэтому Пью лжет ему, говоря, что королева дала ему разрешение пропустить несколько дней. Рядом с которым ты любишь себя, он учит других волшебников, как защитить свое королевство с помощью волшебной клетки. Внезапно один из солдат рассказывает ему, что Пей исчез, заставляя его встретиться с королевой, чтобы извиниться. Увидев ее, королева понимает его беспокойство и говорит ему не извиняться за своего брата, и вместе они готовятся защищать королевство. В то мгновение в царстве тьмы Прота рассказывает, что после объединения с королевой он прыгнул за облака, чтобы вернуться, но его не приняли в королевском дворце. Когда ты идешь по улицам, ты думаешь об обещании, данном ему королевой, потому что ты чувствуешь, что будущее двух миров в твоих руках, и твой долг поддержать ее. Несколько дней спустя, во время практики с Балусом, Прота спрашивает его, является ли приказом царства снова общаться с другим царством, и он говорит ему, что да, и что все в царстве тьмы должны подчиняться, потому что это судьба тьмы прийти повсюду. Хотя Прота не согласен и считает, что между двумя королевствами должен быть баланс. Выслушав Балу, он говорит Проте, что во дворце король может задаться тем же вопросом, но что он не обязан судить о решениях короля, не подчиняясь ему. Так что, когда Балу приходит в себя, он говорит Проте, что во дворце король может задаться тем же вопросом, но что он не обязан судить о решениях короля, не подчиняясь ему. Он, будучи королем, предлагает вам помочь во всем, что вы решите, немедленно начав с новой практики фехтования, которую прерывает Гроза, у которого срочная миссия для принца на границах королевства. Речь идет о столкновении с очень могущественными дикими монстрами, в результате чего Эль Прота и Гросса решают немедленно разобраться с этим. Оставшись один, Балут идет в замок, потому что считает, что это чрезвычайная ситуация, и в замке король приказывает ему возглавить армию и отправиться в бой. Война. Вскоре после того, как мы достигли границы королевства, на Прота и Грозу напали какие-то монстры, которые очень легко расправились с ними. Через несколько секунд в небе появляется корабль королевства, и Гроза понимает, что король объявил войну королевству света. И новая группа монстров атакует их, заставляя Грозу упасть во враг. Видя это, Прота бросается спасать ее, и им удается добраться до дна, не причинив себе вреда. И там они встречают гигантского монстра. Тем временем в Белом королевстве королева ждет войска королевства тьмы, немедленно предупреждая магов, чтобы они готовились к войне и действовали спокойно. В то же время Пи и Атлантия продолжают искать лекарства, не представляя, что должно произойти. Увидев прибытие войск, королева Ирис чувствует, что должна поддерживать баланс между двумя мирами, но не считает, что вести постоянную войну – лучший способ добиться этого. Недалеко отсюда маги бегут к границе Королевства Света, чтобы защитить королевство, и Чима надеется, что Пи быстро вернется, а он оказывается в тупике. Поэтому Атлантида использует свои веревки, чтобы помочь им подняться в пещеру, которая кажется бесконечной. Пока это происходит, маги и солдаты сражаются с вражескими войсками и понимают, что в городе есть монстры.
Вернувшись в пещеру, Атлантида обнаруживает скрытый путь и, используя магию своих духов, удается обнаружить место, которое они искали. Поэтому Пиу бросается на поиски сверкающих капель в озере, потому что королевство может быть буквально в опасности. И он не ошибается, потому что монстры атакуют их со всех сторон. Столкнувшись с этой ситуацией, Шиама просит солдат защитить людей, явно создавая магический барьер рядом с королевой и ее спутниками. Добившись этого, Шиама говорит ему, что барьер на некоторое время остановит всех монстров. Однако королева не знает, смогут ли они восстановиться до того, как монстры преодолеют этот барьер. Когда Пиу и Атлантида выходят из пещеры, они понимают, что их королевство атаковано. Все это заставляет Пиу беспокоиться, потому что этот щит требует много энергии, и он уверен, что королеве нужна помощь. В ущелье Гросса и Прота все еще сражаются с гигантом, сумев без проблем победить его, поэтому Гросса приглашает Прота к себе домой на ужин. Почему он нашел рыбу в деревне? За ужином Прота спрашивает Грозу, верит ли он, что сможет вернуться в Царство Света. Хотя после того, что произошло, он не думает, что это произойдет скоро, но надеется, что сможет сделать это в ближайшее время. Поэтому, вспомнив о своем обещании, он отказывается верить, что тьма должна распространяться повсюду. Но Гросса не понимает, что он говорит, и, пытаясь сменить тему, предлагает сопровождать его во время его правления, объясняя ему, что с тех пор, как она встретила его в тот день, она испытывает к нему влечение. Увидев лицо Проты в момент его признания, Гросса говорит ему, что знает о его чувствах к королеве Ирис, испытывая боль от того, что ей не отвечают взаимностью. Хотя она по-прежнему готова следовать за ним и поддерживать его во всем, когда он станет королем. По прибытии в замок Пил передает светящиеся капли своей сестре, чтобы помочь королеве, которая очень слаба в своей постели из-за всей энергии, которую она использует, сражаясь с армией тьмы. После того, как я дал королеве лекарство, Шама объясняет все, что произошло, Пиусу, объясняя, что этот щит прослужит недолго. Поэтому он решает подготовить армию к встрече с врагом, прежде чем барьер явно будет преодолен. Затем королева подходит к руне матери, чтобы сказать ему, что, по ее мнению, она больше не может помочь своему королевству. И тут же вспоминает слова Проты, который просил ее изо всех сил сохранять равновесие. В этом появляется взгляд, чтобы спросить, чувствует ли она себя лучше, и она благодарит его за то, что он сделал, чтобы помочь ей, на что он отвечает, что она до того, как стать его королевой, была частью его семьи. Вернувшись в царство тьмы Прота, он идет гулять, думая о том, что ему сказал Гроза, и встречает на улице нескольких людей, которые говорят о последней битве против Царства Света. Услышав это, Прота очень встревожился. Он понял, что корабль, который он видел раньше, шел на войну. Затем другой мужчина узнает его и рассказывает ему о том, что Эли Гроза был исключен из войны, а затем спрашивает его, не потому ли они восстали против короля, и он отвечает нет. Прота отвечает ему, что они этого не делали. Выслушав Прота, мужчина думает, что тогда они должны быть там для его защиты, и просит Прота снизить налоги, когда он станет королем. Некоторое время спустя, пока Прота разговаривает с несколькими детьми, за ним прибывают двое солдат, и он следует за ним. На следующий день в Белом Королевстве Шама и Пиу прощаются со своим братом, прося его найти безопасное место, поэтому он говорит им, что это будет очень трудно сделать найти. Но он попытается и хочет, чтобы они тоже сбежали, если увидят, что не могут победить. Кроме этого, проигрыш – это не вариант для Гноя, поэтому он говорит своему брату, что не проиграет, потому что королева Ирис будет с ними. В этот момент в королевском зале королева думает об обещании, которое она дала Проте, а затем он дает ей силы, чтобы противостоять вражеской армии. Из сада дома Тео понимает, что битва уже началась, потому что его братья выходят, чтобы сразиться с врагами. Монстры тьмы. С высоты королева Ирис наблюдает за всем, чтобы поддержать их, и она оказывается лицом к лицу с королем тьмы. Увидев ее, король говорит ей, что они являются представителями сторон равновесия, и она говорит ему, что пришло время разрешить разногласия. Тем временем в городе Света люди продолжают спасаться бегством от нападения монстров, и двое солдат помогают им. Внезапно одного из них настигает тьма, и он поворачивается против девушки, заставляя своего товарища прикончить его, прося оставшихся людей пусть бегут во дворец, чтобы быть в безопасности. Неподалеку Тео прячется под деревом, и на него нападает монстр, которому удается сбить его с ног с помощью магии. Затем тьма также настигает одного из магов, так что Чима вынуждена убить его, сразу же создавая защитный щит, чтобы помочь армии во время боя. Пиу со своей стороны продолжает сражаться с монстрами и встречает Балуса, который бросает ему вызов на бой на мечах. В этот момент на небесах королева продолжает сражаться с королем тьмы, и он говорит ей, что тьма сильнее света. И после победы над ней ему удается заставить тьму покрыть все это, чтобы его силе не было конца.
Однако королева Ирис не желает этого допускать и продолжает бороться с этим. На Земле магический щит не выдерживает такого количества темной энергии и ломается, потому что солдаты и маги не знают, что делать. Наблюдая за этим, Шиаме приходит в голову использовать заклинание, чтобы отогнать тьму, которая вторгается в некоторых из его товарищей, достигнув своей цели на короткое время, а также, возможно, на несколько дней, который просит материнскую руну помочь ему. В то же время Пио продолжает противостоять Балусу, и он говорит ей, что его восхищение королевой заставит его потерять себя так же, как и ее, объясняя, что жизнь в окружении изобилия делает их очень слабыми людьми, которые никогда не смогут победить тьму. Слышать это не очень приятно Пиусу, который считает, что жизнь в мире полном проблем не дает им права уничтожать других. Вернувшись на небеса, королева Ирис решает раз и навсегда покончить с королем тьмы, даже если ей придется использовать все свои силы. Он говорит ей не доверять себе, потому что сила ее людей возросла, и они наконец достигнут своей цели заразить тьмой всем в мире света. Однако королева не согласна и продолжает пытаться победить его, потому что для нее сохранение равновесия – единственный способ сохранить будущее. На что король отвечает, что пришло время нарушить равновесие, умудрившись ранить ее и повалить на землю рядом с Шиямой, которая жалуется, потому что материнская руна не обращает на нее внимания и решает поразить монстров. После падения королева подходит к Шиаме и предлагает ей использовать магию, чтобы вернуться в прошлое и четко все изменить. Поэтому она собирается вместе с волшебниками, чтобы достичь этого, хотя результат тот же. Эта ситуация заставляет Шиаму поверить, что разрушение ее мира неизбежно, и королева думает об обещании, которое она дала вместе с Протой. Увидев это, король тьмы подходит к ней и говорит, что ее судьба неизбежна. Все это заставляет королеву Ирис чувствовать, что выхода нет, и Шанна побуждает ее отправиться к материнской руне, чтобы сражаться за свой народ. Пока она противостоит королю тьмы, но прежде чем она успевает напасть на него, он окутывает ее тьмой и играет с ней. Вскоре после этого королева Ирис подходит к материнской руне, чтобы поговорить с ней. В царстве тьмы Прота все солдаты отводят его в одно место, и при входе он встречает Авеля, который требует, чтобы он порезал его, когда он собирался напасть на королеву Ирис. Услышав это, Прота спрашивает его, почему он хотел причинить вред королеве, и он отвечает ему, что это был приказ короля. Он тот, кто должен спросить его, почему он остановил его, хотя очевидно то, что произошло, было к лучшему, потому что благодаря этому королева Ирис была полна сомнений. И благодаря этому король победит вас, поскольку эти сомнения заставят вас полностью сдаться ему. Все это заставляет Эль-Прота понять, что все, что произошло, было планом короля, и Адель объясняет, что король очень умное существо, которого все недооценили. Тогда Прота вытаскивает свой меч, потому что понимает, что он там, чтобы помешать мне отправиться в Царство Света и помочь королеве Ирис. Увидев это, Авель понимает, что Прота бросает ему вызов на бой, говоря о том, что он не считает себя умнее его, потому что теперь его миссия состоит в том, чтобы покончить и с грозой. А также, кстати, с ним, так как королю с ними будет трудно справиться. Затем Адель надевает доспехи, и Прота говорит ей, что не позволит ему достичь своей цели. Когда начинается драка, Адель думает, что Прота не воспринимает его всерьез и безжалостно атакует его, но Прота без проблем выдерживает его удары. Поэтому Адель сдается, поймите, что вы просто сдерживаете себя. Немного погодя после боя, Прота использует свою силу, чтобы запереть Адель между камнями. Однако энергия тьмы вырвалась из-под камней, и Адель снова появилась позади Протоны, разрушив ее доспехи. С этого момента Прота понимает, что этот бой — смерть, и становится настороже, чтобы противостоять ему. Однако Аделла ранит, и ему удается отобрать у него черный меч, приближаясь к Проте, чтобы закончить свою работу. Чего он не знает, так это того, что Прота также носит меч Скарса и использует его, чтобы автоматически покончить с ним. Поняв, что это его конец, Адель говорит Проте, что несмотря на то, что он умирает, ей удалось выполнить миссию, которая заключалась в том, чтобы развлечь его, чтобы остальная часть армии могла его убить. Он полностью уничтожил Царство Света, поэтому он верит, что вскоре тьма достигнет материнской руны и разрушит равновесие, что приведет к разрушению всего мира, и положит конец жизни всех в двух царствах. Слышать это ужасно раздражает Прота, который считает, что быть королем не дает ему права уничтожать всех, буквально даже свой собственный народ. Через несколько секунд он прощается, говоря, что он пойдет вперед, чтобы обрести покой в темноте, и исчезает. Когда он остается один, Прота думает, что его надолго удалили от света, и ему нужно вернуться, чтобы помочь королеве Ирис, поэтому он убегает с места в карьер. Он хотел как можно скорее вернуться в Царство Света и предотвратить разрушение всего мира, встретив по пути новую группу монстров, которые решили напасть на него.
Когда Эль-Прата защищается, она слышит голос грозы, которая говорит ей оставить этих монстров на нее и уйти. Посмотрев на нее, Эль-Прата понимает, что она хочет помочь ему выполнить его миссию, и жалуется, что не может вовремя прибыть в Царство Света из-за того, что у нее нет денег, которые находятся очень-очень далеко. В этот момент Прата чувствует, что не может двигаться дальше, и свет проникает в его тело, делая его ярким. И кроме того, у него появляются крылья, благодаря которым он летит, чтобы помешать королю тьмы добиться своего. Тем временем в Белое Королевство на мгновение вторгается тьма, и она любит друг друга, заставляя ее чувствовать, что у королевы есть все, что она хочет. Поэтому, когда она приходит в себя, она понимает, что произошло, и считает, что король тьмы не так силен, как они думают, учитывая, что у королевы есть все, чего она хочет. Что он не мог долго контролировать тело такой волшебницы, как она. Затем Шьяма спрашивает его о королеве Ирис, и узнав, что ему удалось добраться до башни, он просит своих товарищей обуздать монстров. В то же время в башне королева чувствует себя обманщицей из-за того, что не может защитить Белое Королевство и равновесие между двумя королевствами, умоляя королеву-мать позволить ей найти способ спасти свое королевство от тьмы. В этом случае Прата достигает облаков и во время полета уничтожает монстров, которые попадаются ему на пути. Вскоре после этого Прата думает о том, что он может сделать, чтобы помочь королеве Ирис, и жалуется на законы мира, задаваясь вопросом, что такое зло, и пытаясь добраться туда быстрее с королевой Ирис. В то же время в башне королева чувствует, что на Белое Королевство сейчас нет никакой надежды и что пришло время положить всему конец. Вот почему она просит материнскую руну использовать всю свою силу, чтобы отогнать врагов и уничтожить тьму. Хотя ее желание, кажется, начинает разрушать даже Царство Света, потому что во время их битвы Пи и Балу чувствуют, как дрожит земля. Несмотря на то, что Гной хочет продолжать сражаться, Балу пользуется возможностью, чтобы избежать грядущего, оставив его в полном одиночестве. Видя это, Гной считает, что королева Ирис может быть в опасности, поэтому он подходит к своей сестре, чтобы спросить о ней. Внезапно они оба замечают огромное сияние, исходящее из башни, и думают, что это может быть заклинание полного самоуничтожения. Как только братья видят, что появляется атеист, который бежит спасать себя от монстров, говоря, чтобы его не поймали. Затем земля начинает рушиться, делая вид, что он любит себя, и Пи пытается спастись, пробираясь сквозь завалы. И Пи жалуется, потому что, несмотря на то, что он явно победил Балуса, королева этого не ожидала. Через несколько секунд все здания в городе рушатся, и королева ждет в башне, чтобы упасть рядом с ней. Не подозревая, что Прата уже был рядом, и видя, как она падает, он явно пытается спасти ее. Королева поражена, увидев его, и извиняется за то, что не сдержала своего обещания. В то же время, когда она прощается с ним, немедленно падая на городские обломки, пока не достигнет земли, превратившись в белую кошку. Все это заставляет короля тьмы жаловаться, потому что он не думал, что королева нанесет удар по его королевству, разрушив Белое Королевство. И он поражен, увидев, как Прата летит перед ним, чтобы противостоять ему и ударить его своим мечом, чтобы заставить его упасть рядом с ними, крича ему затем, чтобы он исчез из мира, в то время как Прата бросается на него с кулаками. Он видит, как он падает, поэтому король автоматически решает исчезнуть. Оставшись один, Эль-Прата думает о королеве Ирис, надеясь, что с ней все в порядке и что однажды ему посчастливится снова встретиться с ней. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которое будет Прата. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если ты хочешь поздравить в одном из видео или хочешь порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подписывайся на меня в Instagram, который будет по ссылке в описании, и я добавлю, что это очень важно, в исправленном комментарии, так как очень скоро я буду здороваться со всеми, кто следует за мной, и не более чем сказать пинья кола чепиди.